Новости из США все больше напоминают калейдоскоп. Кто-то спешно переобувается в демократические ботинки, а кто-то, глядя на спокойствие Трампа, начинает их потихоньку снимать. Администрация Байдена объявляет, что они будут использовать Национальную гвардию для создания центров вакцинации ковид по всей стране. Байден пообещал сделать 100 миллионов уколов за первые 100 дней. Интересно, будут ли работать снайперы с патронами, заряженными вакциной. Демократы штата Вашингтон пытаются утвердить закон, который может обеспечить им победу на всех будущих выборах и предотвратить любое публичное раскрытие мошенничества, встроенного в этот процесс. Президент Мексики Андрес Мануэль Обрадор пообещал бороться против цензуры со стороны гигантов социальных сетей, которые заблокировали доступ президента США Дональда Трампа к своим платформам. Администрация президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора обращается к правительству других стран, чтобы сформировать единый фронт по этому вопросу. Согласно большому опросу, несмотря на фейковые новости и цензуру Трампа в соцсетях, 78% его избирателей считают, что выборы были украдены. Команда Джо Байдена откладывает репетицию инаугурации, заявляя об угрозах безопасности. Губернатор Джорджии Брайан Кемп осуждает штурм Капитолия и ставит в пример мирные протесты в честь Джорджа Флойда, в результате которых стране был нанесен ущерб в размере $2 миллиардов. Приложение Signal Messaging аварийно завершает работу после огромного притока новых пользователей. Десятки миллионов новых аккаунтов были зарегистрированы только на этой неделе. Facebook восстановил аккаунт Дональда Трампа. Он указан как политический кандидат. Карьера Трампа продолжается. Или Цукерберг натянул бахилы поверх тапочек. Активист антифа Дэниел Аллен Бейкер арестован за заговор с целью убийства сторонников Трампа и полицейских в день инаугурации. Fox News, как сообщается, рассматривает возможность найма брата бывшего советника Обамы в качестве нового генерального директора. Это уже не бахилы? Это уже замена ног на протезы. Несколько дней назад федеральные агенты задержали лидера антифа и БЛМ Джона Салливана. Расследование показало, что он был ответственен за группу из мародеров, переодетых в сторонников Трампа. Однако, несмотря на это, Салливана вчера выпустили на свободу без залога. Кроме того, YouTube удалил расследование The Gateway Pundit о нем. Двойные стандарты демократов во всей красе. Судебный комитет Сената США опубликовал стенограммы интервью, проведенных в ходе надзора за расследованием урагана Crossfire. Crossfire Hurricane – кодовое название контрразведывательного расследования, проведенного ФБР с 31 июля 2016 года по 17 мая 2017 года. Расследование касается пресловутой и недоказанной связи между Трампом и российскими официальными лицами, якобы координировавшими усилия российского правительства по вмешательству в президентские выборы в США в 2016 году. Основатель и генеральный директор MyPillow, бизнесмен Майк Линдел, побывал вчера в Белом доме на встрече с президентом Трампом. Покидая здание, Линдел заверил всех, что президент Трамп будет президентом еще 4 года. «Сохраняйте веру», — написал Линдел на своей странице в Facebook. «У нас будет еще 4 года президентства Дональда Трампа». Генеральный директор Parler Джон Матца скрылся со своей семьей после угроз убийством. Из-за цензуры со стороны Big Tech в сторону Parler, альтернатива Twitter со свободой слова стала самой быстрорастущей компанией в социальных сетях, пока они не были деплантированы Amazon, Apple и Google в результате скоординированной атаки. Согласно новой документации адвокатов Parler, Джон Матца был вынужден покинуть свой дом с семьей и скрываться после получения угроз. Более полная картина того, как сейчас выглядит Вашингтон. 25 тысяч военных размещены в округе Колумбия. Это не забота о безопасности для проведения инаугурации. Это что-то другое. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, если хотите. Спонсируйте. Ставьте лайки. Или дизлайки. И обязательно комментируйте. С вами были роботы Яндекса. Ермин. Алена Филипп. и Оксана. А также вся команда делового мира.